Что-то модно. Что-то вышло из моды. А что-то вечно. Вечно, как Альфа Онли. Вечное премиальное обслуживание Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. Монгольское нашествие обрушилось на мир как потоп. Степные воины сметали с лица земли целые царства, не говоря уже о городах. Остановить их не мог никто. Но один небольшой город в современной Калужской области все-таки попытался. Сегодня у нас история о том, что из этого получилось. А получились практически древнерусские 300 спартанцев. Весной 1238 года монголы заканчивали свой победоносный марш по северо-восточной Руси. Русь сопротивлялась отчаянно, но безрезультатно. Когда армия Бату-хана, он же хан Батый, впервые подошла к границам русских земель, князья сначала не восприняли угрозу всерьез. Да, к тому моменту уже случилась битва на Калке, когда монгольский экспедиционный корпус разгромил соединенное войско русичей и их союзников-половцев. Поражение воспринимали как трагедию, но, в общем, дело житейское. Мало ли что в степи бывает. Степняков на Руси уже видели, воевали с ними, мирились, жили бок о бок и рассчитывали с монголами тоже как-нибудь ужиться. Первый шок вызвало падение пограничного Рязанского княжества. Перед нашествием рязанцы пытались отправить к монголам послов, чтобы выяснить, а чего захватчикам вообще надо. Послов без всяких разговоров убили. Рязань, крупный и хорошо укрепленный город, пала катастрофически быстро. Всего за неделю. Это произвело жуткое впечатление. До появления монголов считалось, что кочевники не умеют брать города. Но монголы мало того, что отлично научились делать это за время войн в Азии, так еще и вели с собой китайских инженеров. Китайцы строили для них осадные орудия любой сложности, включая мощные катапульты, метавшие огромные камни. У монголов была железная дисциплина. Руководили ими опытные, закаленные в боях командиры. Ну и, наконец, орда была просто гигантской. 60-70 тысяч хорошо вооруженных бойцов. Это и сейчас-то очень приличная сила, а в те времена на Руси даже 100 человек считались войском. В Западной Европе примерно в это же время воевали друг с другом король Франции и император Священной Римской империи. Один привел 7 тысяч человек, другой 9 тысяч. И это было много. Цифра в 60 тысяч всадников просто не удерживалась в голове. 60 тысяч русские княжества не собрали бы, даже если бы объединились и каким-то образом поставили в строй вообще всех способных держать оружие. Мало того, объединиться они не пытались, скорее наоборот. Никакой солидарности князья не продемонстрировали. Каждый надеялся, что пронесет. А многие вообще использовали нашествие, чтобы отжать побольше земель у пострадавших конкурентов. Все рассчитывали как-нибудь пропетлять, порешать, договориться, а когда поняли, что договариваться с ними никто не станет, было уже поздно. После Рязани монголы разгромили армию Владимирского княжества, к которой примкнули остатки рязанцев. Дальше пал сам Владимир, крупнейший город северо-востока Руси. Горожан, включая княжескую семью, захватчики убили почти поголовно. Археологи до сих пор находят братские могилы, где вперемешку лежат люди всех возрастов. Мужчины там изрублены в бою, у женщин и детей проломлены головы. Вскоре после захвата Владимира монголы добили армию княжества на реке Сить. Владимирский князь Юрий погиб в сражении. Орда, конечно, тоже постепенно истощалась. Гибли люди, лошади, изнашивалось снаряжение. Монголы дошли до границ новгородской земли. И после того, как пал Торжок, повернули обратно в степь. Уходили они так же, как пришли, разделившись на несколько туменов. Отрядов по 10 тысяч человек, но реально, конечно, уже к тому моменту потрепанных. Один из таких отрядов возглавлял лично хан Батый. И вот уже на обратном пути тумен Батыя наткнулся на Козельск. Козельск был частью большого и могущественного Черниговского княжества, столицей собственного удельного княжения. Небольшой, небогатый и ничем, в общем-то, не примечательный городок
затерянный в лесах. Укрепленная часть занимает всего 6 гектар. Цитадель меньше гектара. Башни, стены, дома – все деревянное. Население – несколько тысяч человек. В общем, обычный древнерусский город второго, а то и третьего ряда. На юг Батый двинулся от Торжка. Это 350 километров. Расстояние приличное, но недели за 3 вполне преодолимое. Так что где-то в конце марта или начале апреля монголы оказались под стенами Козельска. Почему именно там? Есть теория, что Батый решил взять Черниговский городок, потому что за 16 лет до того на Калке предыдущий князь Чернигова убил монгольских послов. Автор этой версии – Лев Гумилев. Автор множества достаточно странных теорий. Конкретно это не очень убедительное, как показал весь предыдущий ход событий. Какая-то специальная причина для грабежей и убийств хану Батыю не требовалась. Есть и другая версия, что, показательно уничтожая Козельск, Батый пытался спровоцировать черниговского князя на эмоциональную реакцию, выманить в поле и разбить. Если такая идея у хана и была, то она не сработала. Князь Михаил Всеволодович палец о палец не ударил, чтобы помочь Козельску. Сидел тише воды, ниже травы. И чисто по-человечески понять его в принципе можно. Верно, скорее всего, самое простое предположение. Козельску просто не повезло оказаться у Батыя на дороге. Выглядел город несерьезно. Всех дел на пару дней, и можно двигаться дальше. Козельск не имел ни собственного большого войска, ни могучих укреплений. Князю Василию, формальному правителю города, было всего 12 лет. И вот великий Бату-хан предлагает Козельску сдаваться. Делает он это вежливо. Летописец сообщает о лесных словесах. В чем именно заключалась лесть, мы уже никогда не узнаем. Но суть понятна, дорогие русские друзья. Великий хан преклоняется перед вашим умом и мужеством. Хочет наладить с вами международное сотрудничество и подарить вам богатые дары. Откройте только ворота на минуточку. Все хорошо будет. Это была очевидная неправда, что в Козельске прекрасно знали. Новости о том, что монголы делают с захваченными городами, успели дойти даже до этого глухого угла. И вот вместо капитуляции жители Козельска принимают единственное на самом деле верное решение. Ворота не открывать, своего князя и свой город защищать до последнего. А если придется погибнуть, ну значит так тому и быть. Судьба, значит, такая. Имел ли Козельск шансы на успех? Или это с самого начала был безнадежный героический жест? Как ни странно, шансы были, хотя и достаточно призрачные. Козельск стоял на слиянии рек Жиздра и Другусна. Другусна в этом месте делает петлю, течет с запада на восток, затем резко сворачивает на юг и уже тогда впадает в Жиздру. Жиздра, конечно, не низовье Волги, а Другусна совсем маленькая, больше похожа на большой ручей. Но на дворе стояла весна, и реки вспухли. Болота в окрестностях тоже разлились. В общем, классическая распутица. Второй момент – монголы уже отступали. Оставаться дальше в разоренных землях им не хотелось, и в Козельске могли предполагать, что Батый просто забьет. К сожалению, для города забить Батый как раз не мог. На сам Козельск ему, конечно, было глубоко наплевать. Но вот трон под ним ощутимо пошатывался. В походе на Русь участвовала целая толпа из 14 его родственников. Как и он, полноправных потомков Чингисхана. С некоторыми из них у Батыя был прямой конфликт. Другие выжидали, да и в целом это была не семья, а банка с пауками. Так что хан не мог только одного – показать слабость. Что скажет народ воинов о вожде, который испугался деревянной крепости в 6 гектар? В распоряжении у Батыя имелся его собственный тумен – несколько тысяч всадников. Сколько их было точно сказать нельзя, но гарнизон Козельска они превосходили раз в 10. Точных данных о численности этого гарнизона тоже нет. Но учитывая размеры города, укреплений и самого княжества, можно предположить, что город обороняло 5 сотен. И в отличие от закаленных в боях монголов, обороняли его в основном ополченцы. Вооруженные горожане, беженцы и в целом люди, которым успели только плюс-минус объяснить, каким концом копья надо колоть. А дальше они разбирались сами.
Города монголы брали по стандарту. Сначала обстрелять из осадных орудий, потом проредить защитников из луков, а дальше общий штурм. Большая численность позволяла штурмующим сменяться. Первая волна откатывалась назад, вперед шла вторая, потом третья. Обороняющиеся такой роскоши себе позволить не могли. И в конце концов на стенах оставались уставшие и раненые люди, которых атаковал свежий и хорошо отдохнувший монгольский отряд. Козельску отчасти повезло, он стоял практически на болоте. Переправляться через Жиздру было себе дороже. Через Другусну тоже очень неприятно. Специалисты по осадному делу у Батыя с собой были, но они не тащили с собой катапульты, а под каждую осаду делали новые, из местного дерева. То есть надо было найти площадку, нарубить деревьев в залитом водой лесу, обработать эту древесину, что-то из нее сделать. В общем, работы начались, но шли невероятно медленно. Какие-то попытки прощупать оборону Козельска наверняка случались, но общий штурм никак не мог начаться. Монголы к тому моменту банально устали воевать, а Козельск держался. Персидский летописец Рашид ад-Дин пишет очень просто. Хан Бату, осаждая город в течение 2 месяцев, не мог им овладеть. Тут удивительно не только то, что крошечный городок 2 месяца сопротивлялся, там, где большие Рязань и Владимир не продержались и недели. Удивительно, что эта история 70 лет спустя попала в текст персидского интеллектуала, который писал историю огромной монгольской державы. Упоминание об осаде Козельска есть даже в китайской хронике Юаньши, составленной в XIV веке. То есть городок был маленький, а символический эффект от его обороны огромный. К сожалению, распутица не могла продолжаться вечно. Миновал апрель. Наступил май, половодье схлынуло. К месту событий подошли еще 2 тумена – чингизидов Кадана и Бурий. Целых 3 тумена вокруг столицы удельного княжества – это само себе поразительно. Но гарнизону Козельска от этого было не легче. Приближалась развязка. Монголы начали монтировать вокруг города осадные орудия. После этого долго ждать не пришлось. Камнеметы пробили стены, и в эти проломы хлынули монгольские воины. Они ворвались на валы, скорее всего, не ожидая никакого особенного сопротивления. И через некоторое время, к собственному удивлению, откатились обратно. Козельские ополченцы в кровавом ближнем бою каким-то невероятным усилием смогли их отбросить. Первый штурм захлебнулся. А дальше гарнизон Козельска преподнес Батыю последний сюрприз. Вместо того, чтобы ждать за стенами, козельцы открыли ворота и бросились вперед. Монголы этого абсолютно не ожидали. Никакого военного смысла в этом маневре уже не было. Это была абсолютно безнадежная атака из серии «Погибать так с музыкой». Этот маленький отряд на чистом кураже ворвался в монгольский лагерь на позиции осадных орудий. И пока монголы соображали, что к чему, начал там грандиозную резню. Русские летописи приводят цифру в 4000 погибших монголов. Но это, конечно, явный перебор. Видимо, летописцу просто хотелось подчеркнуть жестокость сражения. Как бы то ни было, в этом последнем бою гарнизон Козельска погиб. И погиб весь. Археологические раскопки вообще не обнаружили никаких следов боя за городскую цитадель. То есть все защитники полегли на стенах и перед ними. Монголы, сильно расстроенные ходом осады, нашли в городе только женщин и детей и истребили городское население полностью, не исключая и младенцев. 12-летний князь Василий пропал без вести. Скорее всего, его убили в общей свалке. Рашид ад-Дин отмечает, что после штурма захватчики смогли впервые за долгое время переночевать под крышами. На следующее утро орда сожгла все, что не сгорело во время штурма, и ушла. Есть легенда, что Батый на прощание переименовал Козельск в злой город, а прежнее название упоминать запретил. И вот что интересно. Оборона Козельска, строго говоря, никому не помогла. Монголы вернулись к себе в степь. И в следующих походах разорили и подчинили Русь окончательно. Началось иго, которое продлилось несколько столетий. Самому Козельску этот подвиг не помог, тем более город перестал существовать. И долго было непонятно, а где точно он вообще находился. И все-таки Козельск остался в истории. И в нашей, и в мировой. История вообще любит такие сюжеты. 300 спартанцев под Фермопилами. Испанские терции под Рокруа. И американцы в Форте-Аламо
уважаемы потомками не за то, что они кого-то победили, а за отказ лечь и сдаться даже в абсолютно безнадежной ситуации. И кто бы знал, что в один ряд с легендарным царем Леонидом однажды встанут безымянные русские ополченцы из маленького деревянного городка посреди болота.